Ты прямо сейчас сидишь в кресле, смотришь это видео и даже не подозреваешь, что пространство вокруг тебя не пустота. Это не фон, это не сцена, это ткань. Живая, гибкая, дышащая субстанция. И эта ткань может двигаться быстрее света. Самый быстрый объект во Вселенной – это свет. Почти 300 тысяч километров в секунду. За секунду он обогнул бы Землю 7,5 раз. А теперь представь, свет от ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, идет до Земли больше 4 лет. 4 года и 3 месяца. Луч, который покинул эту звезду прямо сейчас, увидит только тот человек, который через 4 года сядет в это же кресло. Это расстояние 40 триллионов километров. Самый быстрый аппарат, созданный человечеством, солнечный зонд Паркер, летит со скоростью 195 километров в секунду. Это быстро, очень быстро, но при такой скорости путь до Проксимы Центавра займет 6500 лет. 6500 лет. За это время на Земле сменятся 200 поколений. Языки умрут, цивилизации родятся и исчезнут. Возможно, само человечество станет неузнаваемым или не доживет до финиша. И это до ближайшей звезды. Ближайшей. А теперь добавь масштаб. Наша галактика, Млечный Путь, содержит от 100 до 400 миллиардов звезд. Ее диаметр 100 тысяч световых лет. Ближайшая крупная галактика, Андромеда, находится в 2,5 миллионах световых лет. А наблюдаемая Вселенная простирается на 93 миллиарда световых лет в поперечнике. Эти числа не просто велики, они убивают саму идею межзвездных путешествий. Они делают звезды недостижимыми навсегда. Или нет? Что, если я скажу тебе, существует теоретически обоснованная, математически непротиворечивая концепция двигателя, который позволит добраться до Проксимы Центавра не за тысячи лет, а за считанные дни? Что, если эта идея родилась не в головах фантастов, а в уравнениях общей теории относительности Эйнштейна, той самой теории, которая описывает гравитацию, черные дыры и расширение Вселенной с абсолютной точностью? Что, если прямо сейчас несколько исследовательских групп работают над тем, чтобы превратить эту теорию в реальность? В этом фильме мы погрузимся в 3 загадки. Каждая из них перевернет твое представление о будущем человечества. Первое. Можно ли на самом деле сжать пространство перед кораблем и растянуть его позади? И если да, как это сделать, не нарушая фундаментальных законов физики? Вторая. Что произойдет с экипажем внутри так называемого варп-пузыря? Выживут ли они? Будут ли они вообще осознавать движение? И какие чудовищные силы будут действовать на границе этого пузыря? Третье. И это самое тревожное. Почему некоторые физики-теоретики считают, что варп-двигатель, если он когда-нибудь будет создан, станет не инструментом исследования космоса, а самым разрушительным оружием, которое только можно вообразить? К концу этого путешествия ты узнаешь то, что изменит твой взгляд на звездное небо. Путешествие начинается прямо сейчас. Давай начнем с того, что знает большинство, с официальной картины. С того, чему нас учили в школе и что мы видим в новостях о космических полетах. Вся история космонавтики – это история химических ракет. Принцип прост и гениален в своей прямолинейности. Ты сжигаешь топливо, раскаленные газы вырываются из сопла. По третьему закону Ньютона ракета движется в противоположную сторону. Именно так «Восток-1» вывел Гагарина на орбиту в 1961 году. Именно так «Сатурн-5» доставил астронавтов на Луну. Именно так ракеты компании SpaceX выводят спутники и грузовые корабли сегодня. Химическая тяга надежна, хорошо изучена и позволяет достигать скорости около 10-11 км в секунду. Этого достаточно, чтобы покинуть гравитационное поле Земли и выйти на межпланетную траекторию. Но для межзвездных путешествий химические ракеты абсолютно бесполезны. Проблема не только в скорости, хотя она катастрофически мала. Проблема в самом принципе. Чтобы разогнаться, ракета должна нести с собой топливо. Но чем больше топлива ты загружаешь, тем тяжелее становится ракета. А значит, нужно еще больше топлива, чтобы разогнать это дополнительное топливо. Это называется тиранией ракетного уравнения Циолковского. И она накладывает жесткий непреодолимый предел на то, какой скорости можно достичь при данном типе топлива. Даже если построить ракету, состоящую на 99% из топлива, а на полезную нагрузку оставить жалкий 1%, ты даже близко не приблизишься к скоростям, нужным для межзвездного полета.
Есть ли альтернативы? Да. Инженеры и физики предлагали их десятками на протяжении всего 20 века. Ионные двигатели. Они используют электрическое поле для разгона заряженных частиц, ионов, до высоких скоростей. Их эффективность в десятки раз выше, чем у химических ракет. Аппарат американского космического агентства «Рассвет» использовал ионный двигатель для полета к астероиду Веста и карликовой планете Церера. Японский зонд «Сокол» с помощью ионных двигателей добрался до астероида Итокова и вернулся с образцами грунта на Землю. Но есть другая проблема. Тяга ионных двигателей невероятно мала, она измеряется в милиньютонах. Это примерно как если бы ты положил на ладонь один лист бумаги. Да, двигатель может работать месяцами и годами, постепенно набирая скорость, но даже за десятилетия непрерывной работы достигаемые скорости остаются ничтожными по сравнению со скоростью света. Сотые доли процента. Солнечные паруса. Еще одна изящная идея на стыке поэзии и физики. Огромные зеркальные поверхности тоньше человеческого волоса, но шире футбольного поля. Они ловят давление солнечного света. Фотоны не имеют массы покоя, но они несут импульс. Когда фотон отражается от зеркальной поверхности, он передает ей крошечный толчок. Миллиарды таких толчков каждую секунду складываются в постоянную, хоть и слабую тягу. Солнечный парус Икар, запущенный японским аэрокосмическим агентством в 2010 году, успешно продемонстрировал этот принцип. Но для межзвездных расстояний даже солнечные паруса слишком медленны. Проект «Прорыв. Звездный выстрел», поддержанный покойным Стивеном Хокингом и предпринимателем Юрием Мильнером, предлагает радикальное решение – разгонять крошечные зонды массой в несколько граммов мощными наземными лазерами до 20% скорости света. При такой скорости путь до системы Альфа Центавра занял бы около 20 лет. Звучит обнадеживающе, пока ты не вдумаешься в детали. Зонд массой в несколько граммов – это не корабль, это чип. Маленькая пластинка с камерой и передатчиком. Ни людей, ни сложного оборудования, ни возможности затормозить у цели. И даже для такого крохотного зонда потребуется лазерная батарея мощностью в 100 гигаватт. Это примерно вся электрическая мощность, вырабатываемая всеми электростанциями крупной страны вроде Франции или Германии, одновременно направленная в одну точку на небе в течение нескольких минут. И эта мощность должна быть сфокусирована с ювелирной точностью через миллионы километров пустоты. Технически это балансирует на грани невозможного даже для конца 21 века. А что насчет ядерной тяги? В 60-х годах 20 века существовал проект «Орион», пожалуй, самый безумный и одновременно самый захватывающий космический проект из когда-либо предложенных. Космический корабль, который разгонялся бы с помощью ядерных взрывов за кормой. Серия направленных атомных бомб, взрывающихся одна за другой с интервалом в несколько секунд, толкала бы массивный корабль вперед через гигантскую ударную плиту. Звучит как научная фантастика уровня комиксов. Но расчеты были абсолютно серьезными. Их выполняли одни из лучших физиков того времени, включая Фримана Дайсона. И расчеты показывали, при достаточном количестве зарядов можно достичь 3-5% скорости света. Это означало бы полет до Проксимы Центавра примерно за 100-150 лет. Быстрее, чем все остальное, но все равно 1,5 века. 4-5 поколений людей, рожденных и умерших внутри корабля, так и не увидев ни старта, ни финиша. Проект «Орион» закрыли после подписания договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой в 1963 году. Политика победила физику. Другой ядерный проект «Дедал», разработанный британским межпланетным обществом в 70-х годах, предполагал термоядерный двигатель на гелии-3. 250 микровзрывов термоядерного синтеза в секунду, расчетная скорость 12% от скорости света, время в пути до звезды Барнарда около 50 лет. Но и здесь проблемы оказались непреодолимыми. Корабль должен был весить 54 тысячи тонн, из них 50 тысяч топлива, гелий-3, на Земле его практически нет. Весь мировой запас гелия-3 исчисляется десятками килограммов. Теоретически его можно добывать из реголита на Луне или из атмосферы Юпитера. Но для строительства и снаряжения подобного корабля потребовалась бы орбитальная и лунная промышленная инфраструктура.
которой у нас не будет еще многие десятилетия, а возможно и столетия. Итог прост и безжалостен. Все существующие и перспективные методы космической тяги упираются в одну и ту же стену: либо слишком медленно, либо слишком мало, либо слишком дорого, либо слишком опасно, и в любом случае слишком долго. Даже самые оптимистичные сценарии с использованием ядерных технологий говорят о десятилетиях пути, реалистичные – о столетиях и тысячелетиях. Межзвездный полет с людьми на борту при текущем уровне технологий – это не инженерный проект. Это несбыточная мечта, красивая, вдохновляющая, согревающая сердце, но недостижимая. Вот что говорит официальная наука. Вот к чему приходят лучшие инженеры и конструкторы мира, когда садятся за расчеты. Звезды слишком далеко, мы слишком медленны, законы физики слишком жестоки. Но так ли это? Действительно ли законы физики запрещают межзвездные путешествия? Или мы просто неправильно ставим вопрос? Видишь ли, все методы, которые мы только что обсудили – химические ракеты, ионные двигатели, солнечные паруса, ядерные взрывы, термоядерные двигатели – все они работают по одному и тому же фундаментальному принципу. Они пытаются двигать корабль через пространство, разгонять массу до высокой скорости относительно окружающей среды. Это кажется единственным возможным подходом. Потому что именно так мы привыкли думать о движении. Ты хочешь попасть из точки А в точку Б. Ты движешься из А в Б. Ты толкаешь, тянешь, ускоряешь, тормозишь. Что может быть проще? Что может быть очевиднее? Но общая теория относительности Альберта Эйнштейна, опубликованная в 1915 году, открыла совершенно другую картину реальности. Картину, которая перевернула все, что человечество знало о пространстве, времени и движении. Согласно этой теории, пространство и время – это не пустая неизменная сцена, на которой разворачиваются физические события. Пространство-время – это физическая сущность, ткань, субстанция. Оно может изгибаться, растягиваться, сжиматься, вибрировать, волноваться. Массивные объекты, звезды, планеты, черные дыры деформируют пространство-время вокруг себя. И именно эта деформация воспринимается нами как гравитация. Земля не притягивает тебя к себе невидимой силой, как думал Ньютон. Она искривляет пространство-время в своей окрестности, создает воронку в ткани реальности. И ты скользишь по этой кривизне, как шарик по наклонной поверхности. Это не метафора, не поэтическое преувеличение. Это буквальное описание реальности, подтвержденное тысячами экспериментов на протяжении более чем 100 лет. Гравитационное линзирование – искривление света далеких галактик массивными скоплениями материи на переднем плане, наблюдается телескопами ежедневно. Каждый раз, когда телескопы Хаббл или Джеймс Уэбб фотографируют далекую Вселенную, мы видим искаженные, растянутые в дуги изображения галактик. Гравитационные волны – рябь самого пространства-времени, порожденная столкновениями черных дыр и слияниями нейтронных звезд, были впервые зафиксированы детекторами LIGO в 2015 году. Пространство-время колебалось, и мы это измерили. Система глобальной навигации, которой ты пользуешься каждый раз, когда открываешь карту в телефоне, учитывает искривление времени гравитационным полем Земли. Без этой релятивистской коррекции координаты отклонялись бы на 10 км в сутки. Ты используешь общую теорию относительности каждый день, даже не подозревая об этом. Пространство-время реально, оно динамично, оно подчиняется уравнениям поля Эйнштейна. И вот ключевой момент, который меняет все. Нигде в этих уравнениях нет ограничения на то, с какой скоростью может расширяться или сжиматься само пространство. Вдумайся в это. Специальная теория относительности, опубликованная Эйнштейном 10 годами ранее, в 1905-м, устанавливает абсолютный запрет. Ни один объект, обладающий массой, не может двигаться через пространство со скоростью, равной или превышающей скорость света. Это фундаментальный закон природы. Его нельзя обойти, увеличив мощность двигателя или уменьшив массу корабля. Скорость света – это не ограничение скорости вроде знака на шоссе, который можно проигнорировать, если нажать на газ посильнее. Это свойство самой структуры пространства-времени.
При приближении к скорости света масса объекта возрастает, время замедляется. Для достижения скорости света потребовалась бы бесконечная энергия. Буквально бесконечная. Вся энергия всех звезд, всех галактик наблюдаемой Вселенной не позволила бы разогнать даже песчинку до скорости света. Это невозможно принципиально, но здесь начинается самое интересное. Это ограничение касается движения объектов через пространство. Оно не касается самого пространства. Само пространство может расширяться с любой скоростью. И это не теоретическое допущение, это наблюдаемый, измеренный, задокументированный факт. Прямо сейчас, в этот самый момент, далекие галактики удаляются от нас со скоростями, превышающими скорость света. Не потому, что они летят через пространство с такой скоростью, они почти неподвижны в своем локальном участке Вселенной, а потому что пространство между нами и ними расширяется. Каждый кубический мегапарсек пространства прибавляет около 70 км в секунду к скорости разбегания. На малых расстояниях это незаметно, но на расстояниях в миллиарды световых лет эффект складывается, и суммарная скорость расширения превышает скорость света. Галактики за так называемым горизонтом Хаббла удаляются от нас быстрее, чем свет может преодолеть разделяющее нас расстояние. Мы никогда не увидим их свет, они навсегда скрыты от нас, не стеной, не барьером, а чистой скоростью расширения самого пространства. Это наблюдение открывает дверь, о существовании которой большинство людей даже не подозревает. Если пространство может расширяться быстрее света, а оно может, и мы это наблюдаем, то в принципе можно представить себе механизм, который бы целенаправленно сжимал пространство перед кораблем и расширял за ним. Корабль при этом не двигался бы через пространство вообще, он оставался бы абсолютно неподвижным в своем локальном участке пространства-времени, никакого ускорения, никаких перегрузок, никакого нарушения специальной теории относительности, но само пространство несло бы его вперед, как серфер на гребне волны. Серфер не плывет через воду, он стоит на доске, а волна несет его к берегу. Вода движется, серфер остается на месте относительно воды, но перемещается относительно берега. Точно так же корабль с варп-двигателем не летел бы к звездам. Звезды приближались бы к нему. Точнее, пространство доставляло бы его к ним. И вот здесь мы подходим к человеку, который превратил эту идею из научной фантастики в научную реальность. Его зовут Мигель Алькубьерре. Он мексиканский физик-теоретик, специалист по общей теории относительности и численным методам в гравитации. Родился в Мехико в 1964 году. Учился в Национальном автономном университете Мексики, затем защитил докторскую диссертацию в Уэльском университете в Кардифе. В 1994 году, будучи молодым исследователем, он опубликовал статью, которая навсегда изменила ландшафт теоретической физики. Статья называлась «Варп-двигатель. Сверхсветовое путешествие в рамках общей теории относительности». Она была напечатана в журнале «Классическая и квантовая гравитация», одном из самых авторитетных рецензируемых изданий в области гравитации и космологии. Что именно сделал Алькубьерре? Он взял уравнения Эйнштейна и нашел их точное решение, описывающее специфическую конфигурацию пространства-времени – пузырь деформации. Внутри этого пузыря пространство оставалось плоским и спокойным, таким же, как обычное пространство вдали от массивных объектов. Снаружи тоже нормальным, но на границе пузыря, на его тончайшей оболочке, происходило нечто экстраординарное. На переднем краю пространство стремительно сжималось, на заднем там столь же стремительно растягивалось. В результате пузырь вместе со всем, что находилось внутри него, кораблем, экипажем, оборудованием, чашкой чая на столе капитана, перемещался относительно далекого наблюдателя с произвольной скоростью, в том числе значительно превышающей скорость света. И это не нарушало специальную теорию относительности ни на йоту, потому что ничто внутри пузыря не двигалось быстрее света относительно своего локального пространства. Корабль внутри мог стоять абсолютно неподвижно, экипаж не испытывал бы ни малейшего ускорения, гравиметры показывали бы 0, чашка чая не пролилась бы. Всю работу, всю колоссальную невообразимую работу по деформации пространства-времени выполняла оболочка пузыря.
Алькубьери впоследствии признавался, что вдохновение пришло из неожиданного источника. Он смотрел сериал «Звездный путь». Слышал, как капитан Пикар командует «варп-скорость» и задумался, а возможно ли это в рамках известной физики. Он сел за уравнение, и ответ оказался поразительным. Да, по крайней мере, математически, да. Общая теория относительности это допускает, но реальность, как это всегда бывает в физике, оказалась бесконечно сложнее и мрачнее, чем элегантная математическая модель. За красотой уравнений скрывались требования, которые граничили с невозможным. Для создания пузыря Алькубьери требовалось нечто, чего у нас нет. Нечто, что, возможно, вообще не может существовать в достаточных количествах в нашей Вселенной. А последствия работы такого двигателя, как выяснилось в последующие годы, могли быть не просто непредсказуемыми, они могли быть разрушительными, катастрофическими в буквальном планетарном и звездном масштабе. Но об этом дальше. Итак, Мигель Алькубьери показал, уравнения Эйнштейна допускают существование пузыря деформации, области пространства-времени, внутри которой корабль остается неподвижным, пока сам пузырь перемещается с произвольной скоростью, в том числе сверхсветовой. Но одно дело – написать уравнение. И совсем другое – понять, что за ним стоит физически. Давай разберемся в этом подробно, шаг за шагом, не спеша. Потому что именно здесь скрываются самые глубокие и удивительные детали. Начнем с самого понятия метрики. В общей теории относительности метрика – это математический объект, который описывает геометрию пространства-времени. Она задает расстояния и интервалы. Она говорит тебе, сколько метров между двумя точками, сколько секунд между двумя событиями, и как эти расстояния и промежутки меняются в зависимости от присутствия массы и энергии. Метрика плоского, пустого пространства-времени, лишенного гравитации, называется метрикой Минковского по имени Германа Минковского, математика, который первым придал специальной теории относительности геометрическую форму. В метрике Минковского все линии прямые, все расстояния предсказуемые, и свет движется строго по прямой со скоростью 299 792 км в секунду. Но рядом с массивным объектом, планетой, звездой, черной дырой, метрика меняется, линии искривляются, расстояния перестают быть тем, чем кажутся. Время начинает течь с разной скоростью в разных точках. Метрика Шварцшильда описывает пространство-время вокруг невращающейся черной дыры. Метрика Керам вокруг вращающейся. Метрика Фридмана-Леметра Робертсона-Уокера описывает расширяющуюся Вселенную в целом. Каждое решение уравнений Эйнштейна дает свою метрику, свою геометрию, свою историю пространства-времени. Алькубьери предложил новую метрику, совершенно новую. Он математически сконструировал пространство-время, в котором существует изолированная область, пузырь, окруженная стенкой конечной толщины. Внутри пузыря пространство-время плоское, как в метрике Минковского. Никакой кривизны, никаких приливных сил, никакой гравитации, идеальная пустота и покой. Снаружи пузыря тоже нормальное плоское пространство-время. Но на границе, на стенке пузыря, происходит нечто иное. Специальная математическая конструкция, придуманная Алькубьери для описания этой оболочки, создает резкий переход. Впереди пузыря пространство экспоненциально сжимается, позади экспоненциально расширяется, пузырь как целое начинает двигаться. Представь себе ковровую дорожку бесконечной длины, ты стоишь на ней. Вместо того, чтобы идти вперед, ты берешь пространство перед собой и сминаешь его, как ткань. Одновременно позади себя ты растягиваешь дорожку, восстанавливая ее длину. Ты не сдвинулся ни на миллиметр относительно участка ковра, на котором стоишь. Но относительно пола, относительно комнаты, относительно далеких стен ты переместился далеко. Очень далеко, и при этом твои ноги не пошевелились. Это грубая, упрощенная, двумерная аналогия варп-пузыря, но она передает суть. Скорость перемещения пузыря в модели Алькубьери не ограничена ничем, это прямо следует из уравнений. Пузырь может двигаться со скоростью 1% скорости света, или 10%, или в 10 раз быстрее света, или в миллион раз быстрее. Математика остается непротиворечивой при любом значении. Нет никакого барьера, никакого предела, никакой звуковой стены, которая
которую нужно преодолеть. Для пузыря скорость – это просто параметр. Повернул ручку, и он движется быстрее. Повернул еще быстрее. Никаких ограничений. Для экипажа внутри пузыря путешествие было бы абсолютно комфортным. Никаких перегрузок, потому что нет ускорения. Корабль не разгоняется, он не набирает скорость, он остается неподвижным, пространство делает всю работу. Это фундаментально отличается от любого другого метода движения. В обычной ракете при ускорении в 10-кратных ускорению свободного падения экипаж испытывает давление, равное 10-кратной силе тяжести. Кровь отливает от мозга, мышцы не могут удержать тело. Несколько минут при таком ускорении, и человек теряет сознание. Еще несколько минут, и он погибает. Постоянное ускорение даже в 1-кратную ускорению свободного падения, нормальная земная гравитация требует непрерывного расхода топлива и создает проблемы для конструкции корабля. Но внутри варп-пузыря ускорения нет вовсе. Человек, стоящий внутри, чувствует ровно то же самое, что чувствовал бы, стоя в комнате на поверхности Земли или паре в невесомости, в зависимости от того, создана ли внутри искусственная гравитация. Но в любом случае никаких сил, связанных с движением пузыря. Абсолютный покой. Время внутри пузыря тоже течет нормально. Это еще одно революционное свойство метрики Алькубьера, которое отличает варп-путешествие от любого другого сверхбыстрого перемещения. Вспомни специальную теорию относительности. При движении с высокой скоростью через пространство время замедляется. Это называется релятивистским замедлением времени или эффектом близнецов. Если ты разгонишься до 90% скорости света и полетишь к Проксиме Центавра, для тебя путешествие займет несколько лет. Но на Земле пройдет почти 10 лет. Если разгонишься до 99%, разница станет еще больше. При 99,99% скорости света 1 твой год будет равен 70 годам на Земле. Ты вернешься, а твои правнуки уже состарятся. В варп-пузыре этого не происходит. Время внутри пузыря и время снаружи синхронизированы. Часы на корабле и часы на Земле тикают одинаково. 5 дней полета для экипажа – это 5 дней и для тех, кто ждет на Земле. Никакого парадокса близнецов. Никакого разрыва поколений. Ты улетаешь к звездам на неделю, возвращаешься, и те же самые люди встречают тебя на том же космодроме, постарев ровно на неделю. Это делает варп-путешествие не просто теоретически привлекательным, это делает его практически осмысленным, это делает возможной межзвездную цивилизацию с торговлей, дипломатией, обменом идеями, культурными связями. Все то, что невозможно, если путешествие занимает столетия, или если время для путешественника и для оставшихся течет по-разному. Теперь самый болезненный вопрос – цена. Что нужно для создания такого пузыря? Ответ, который Алькубьери обнаружил в своих собственных уравнениях, был одновременно изумительным и опустошающим. Для создания деформации пространства-времени, необходимой для работы варп-двигателя, требуется так называемая экзотическая материя. Это не антиматерия, хотя их часто путают. Антиматерия – это обычная материя с обратными зарядами. Позитрон, антиэлектрон, имеет положительный заряд вместо отрицательного, но его масса точно такая же, как у электрона. Антиматерия подчиняется тем же физическим законам, что и обычная материя, и обладает положительной массой и положительной энергией. Экзотическая материя – нечто принципиально иное. Это материя с отрицательной плотностью энергии. Это субстанция, которая гравитационно отталкивает, а не притягивает. Обычная материя притягивает другую материю, это свойство мы называем гравитацией. Экзотическая материя отталкивает, она создает антигравитацию. Именно это свойство необходимо для расширения пространства позади пузыря. Там нужна гравитационная сила, направленная наружу, растягивающая ткань пространства-времени. Существует ли такая материя? Вопрос, над которым спорят физики уже 3 десятилетия. С одной стороны, ни один эксперимент никогда не обнаружил макроскопического количества вещества с отрицательной плотностью энергии. Все, что мы видим, трогаем, измеряем в повседневной жизни и в лабораториях, обладает положительной энергией. Камни, воздух, свет, электромагнитные поля, плазма, нейтрино – все имеет положительную энергию.
Многие физики считают, что отрицательная энергия в макроскопических количествах запрещена фундаментальными принципами квантовой теории поля. Существуют так называемые энергетические условия, неравенства, которые налагают ограничения на то, какие значения может принимать плотность энергии и давление в физических системах. Слабое энергетическое условие требует, чтобы плотность энергии, измеренная любым наблюдателем, была не отрицательной. Доминантное энергетическое условие добавляет ограничения на направление потока энергии. Сильное энергетическое условие на величину давления. Метрика Алькубьерре нарушает все три. Но, и это важнейшее «но», энергетические условия не являются фундаментальными законами физики. Они были выведены из наблюдений классической материи и служат удобными инструментами для доказательства теорем в общей теории относительности. Но квантовая механика их нарушает, и мы это знаем точно. Эффект Казимира, пожалуй, самый известный пример. Голландский физик Хендрик Казимир предсказал его в 1948 году. Представь две идеально проводящие металлические пластины, расположенные параллельно друг другу на очень малом расстоянии, порядка нескольких сотен нанометров. Между ними вакуум. Но квантовый вакуум – это не пустота. Это бурлящее море виртуальных частиц, постоянно возникающих и исчезающих. Электромагнитное поле в вакууме флуктуирует, и эти флуктуации создают так называемую энергию нулевых колебаний. Между пластинами могут существовать только те моды электромагнитного поля, длина волны которых укладывается целое число раз в расстояние между пластинами. Снаружи – любые моды. В результате снаружи больше мод, больше энергии вакуумных флуктуаций. И возникает разница давлений. Пластины испытывают слабую силу, притягивающую их друг к другу. Эта сила была экспериментально измерена Стивом Ламото в 1997 году с точностью до 5%. А потом с еще большей точностью в последующих экспериментах, ключевой момент для нашей темы. Плотность энергии вакуума между пластинами Казимира оказывается меньше, чем плотность энергии обычного вакуума снаружи. А поскольку энергия обычного вакуума принимается за ноль, энергия между пластинами отрицательна. Отрицательная плотность энергии – экзотическая энергия, та самая, которая нужна для варп-пузыря. Правда, количество этой отрицательной энергии ничтожно, исчезающе мало. Сила Казимира между двумя пластинами площадью в 1 квадратный сантиметр, разделенными расстоянием в 1 микрометр, составляет примерно 1 десятимиллионную ньютона. Это в миллиарды миллиардов раз меньше того, что необходимо для создания варп-пузыря. Но принципиально это доказывает. Отрицательная плотность энергии не является физическим абсурдом. Она существует. Квантовая механика ее допускает и даже предсказывает. Теперь о количестве. Когда Алькубьерре впервые оценил энергетические требования своей метрики, результат был сокрушительным. Для создания пузыря диаметром 200 метров, движущегося со скоростью, в 10 раз превышающей скорость света, требовалась отрицательная энергия, эквивалентная массе Юпитера. Не Земли. Юпитера – планеты, масса которой в 318 раз больше массы Земли. Масса, помноженная на квадрат скорости света по формуле Эйнштейна, энергия равна массе, умноженной на скорость света в квадрате. Число с таким количеством нулей, что его невозможно осмыслить. Это было убийственным приговором. Никакая цивилизация, как бы далеко она ни продвинулась технологически, не могла бы собрать количество экзотической материи, равное массе газового гиганта. Идея казалась мертвой, не успев по-настоящему родиться. Но наука не стоит на месте. В 2000-х годах несколько исследователей пересмотрели расчеты Алькубьерре и обнаружили, что первоначальная оценка была чрезмерно пессимистичной. Один из ключевых прорывов совершил Крис ван ден Брок, бельгийский физик, в 1999 году. Он предложил модификацию метрики, при которой внутреннее пространство пузыря было бы значительно больше его внешних размеров.
Это звучит парадоксально, но вспомни, в общей теории относительности размеры и расстояния зависят от геометрии пространства-времени. Внутри сильно искривленной области объем может быть гораздо больше, чем следует из ее внешнего диаметра. Ван ден Брок показал, что при такой модификации энергетические требования снижаются на порядки, не до нуля, не до практически достижимых величин, но значительно вниз по шкале. Затем Гарольд Сони Уайт. Это имя стало символом серьезного отношения к варп-физике со стороны институтов, которые не склонны к научной фантастике. Уайт работал в лаборатории реактивного движения Американского космического агентства в космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Инженер-физик, человек с практическим складом ума. В 2012 году на конференции по системам движения, организованной совместно Американским институтом аэронавтики и астронавтики и Азиатским совместным комитетом по ракетным двигателям, Уайт представил доклад, который вызвал волну интереса и скептицизма в равных пропорциях. Уайт предложил оптимизировать форму варп-пузыря. Вместо идеальной сферы он предложил тороидальную, бубликообразную конфигурацию распределения экзотической материи. Он также изменил профиль функции формы, той математической конструкции, которая описывает границу пузыря, сделав ее колеблющейся, осциллирующей вместо монотонной. Результат его расчетов был ошеломляющим. Энергетические требования снизились с массы Юпитера до примерно 700 килограммов. 700 килограммов экзотической материи. Это по-прежнему невероятно много, учитывая, что у нас нет ни грамма управляемой экзотической материи. Но концептуально это была совсем другая задача. Масса Юпитера – это за пределами обсуждения. 700 килограммов – это, по крайней мере, число, с которым можно работать. Уайт пошел еще дальше. Он начал эксперимент. В космическом центре Джонсона была построена установка, которую неофициально называли «белый варп-интерферометр», модифицированный интерферометр Майкельсона, способный детектировать чрезвычайно малые искажения пространства-времени. Идея была проста. Если пропустить лазерный луч через область, в которой создается, пусть даже ничтожно малое, искривление пространства, длина оптического пути изменится, и интерферометр это зафиксирует. Уайт планировал использовать тороидальный конденсатор с высоким электрическим потенциалом для создания микроскопической деформации метрики и измерить ее. Результаты были неоднозначными. Некоторые предварительные данные показывали аномалию, которая теоретически могла быть интерпретирована как микроскопическое искажение пространства-времени. Но эти данные были на пределе чувствительности прибора в зоне шума, и многие коллеги Уайта выразили обоснованный скептицизм. Воспроизводимых статистически значимых результатов получено не было. Эксперимент не доказал и не опроверг возможность варп-двигателя. Он показал лишь то, что мы пока не обладаем инструментами, достаточно точными для того, чтобы ответить на этот вопрос экспериментально. Но сам факт, что Американское космическое агентство, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства финансировало, пусть и скромно, исследование варп-двигателя, имел огромное символическое значение. Это значило, что идея перешла из категории научной фантастики в категорию спекулятивной, но законной физики. Это значило, что ее стоит исследовать, что она заслуживает внимания серьезных ученых. Между тем, параллельно с работой Уайта, теоретики продолжали изучать метрику Алькубьерре и обнаруживали все новые проблемы и все новые потенциальные решения. Одна из самых серьезных проблем, выявленных в начале 2000-х годов, касалась управляемости. Как экипаж внутри пузыря может контролировать его? Вспомни, внутри пузыря пространство плоское, экипаж не ощущает движения. Они не могут послать сигнал к стенке пузыря, потому что стенка движется со сверхсветовой скоростью, и любой сигнал, отправленный изнутри пузыря к его передней стенке, никогда не догонит ее. Информация не может двигаться быстрее света внутри локального пространства, а передняя стенка удаляется от экипажа именно со сверхсветовой скоростью относительно внешнего пространства. Это означает, что экипаж не может ни повернуть, ни остановиться, ни изменить скорость. Они пассажиры, запертые внутри пузыря, который мчится по заранее заданной траектории, как пуля, выпущенная из ружья. После выстрела траекторию изменить нельзя. Это называется проблемой горизонта.
Передняя стенка варп-пузыря создает горизонт, поверхность, за которую не проникает никакой сигнал изнутри, точно как горизонт событий черной дыры, из-за которого не может выбраться свет. Только здесь горизонт создан не гравитацией сферического объекта, а деформацией пространства-времени, но эффект тот же – односторонняя непроницаемость для информации. Некоторые исследователи предположили, что пузырь нужно программировать заранее, до запуска. Вся траектория, все повороты, ускорения и замедления должны быть записаны в геометрию распределения экзотической материи еще до того, как двигатель включится. Это делает путешествие не гибким, но, возможно, работоспособным. Другие предложили систему внешних станций-маяков, размещенных вдоль маршрута, которые бы взаимодействовали со стенкой пузыря извне, корректируя его траекторию. Но строительство инфраструктуры маяков на межзвездных расстояниях – это задача, сопоставимая по масштабу с самим варп-путешествием – замкнутый круг. Другая фундаментальная проблема – квантовая нестабильность. Когда физики попытались применить методы квантовой теории поля к метрике Алькубьери, то есть рассмотреть поведение квантовых полей не в классическом пространстве времени, а на фоне варп-пузыря, результаты оказались тревожными. Было показано, что квантовые вакуумные флуктуации на стенке пузыря усиливаются экспоненциально. Пузырь действует как усилитель квантового шума. Чем дольше он существует, тем больше энергии накапливается на его стенке. В конечном счете эта накопленная энергия может стать достаточной, чтобы разрушить сам пузырь, или, что еще хуже, привести к неконтролируемому высвобождению колоссальных количеств энергии при его разрушении. Эта проблема тесно связана с другим знаменитым явлением квантовой физики – излучением Хокинга. Стивен Хокинг показал в 1974 году, что горизонт событий черной дыры порождает тепловое излучение. Квантовые флуктуации вблизи горизонта приводят к рождению пар виртуальных частиц. Одна из частиц падает за горизонт, другая улетает прочь, и наблюдатель фиксирует это как слабое свечение, исходящее от черной дыры. Аналогичный процесс, как показали расчеты, должен происходить на стенке варп-пузыря. Горизонт пузыря порождает излучение, аналогичное хокинговскому. Но в отличие от хокинговского излучения черных дыр, которое невообразимо слабо, для звездной черной дыры его температура составляет миллиардные доли Кельвина, излучение варп-пузыря может быть значительно интенсивнее из-за экстремальной кривизны пространства-времени на его стенке. И все же, несмотря на все эти проблемы, экзотическая материя, энергетические требования, проблема горизонта, квантовая нестабильность, идея варп-двигателя не только не умерла, но набрала силу в 21 веке. В академических журналах ежегодно публикуются десятки статей, посвященных различным аспектам варп-физики. Конференции по передовым методам космического движения регулярно включают секции, посвященные деформации пространства-времени. И в 2021 году произошло событие, которое многие называют переломным моментом в истории варп-двигателя. Прежде чем мы двинемся дальше, давай остановимся на секунду и оценим то, где мы находимся. Наука показала, пространство-время – это физическая динамическая ткань, которую можно деформировать. Она показала, что существует точное решение уравнений Эйнштейна, описывающее сверхсветовой перенос без нарушения каких-либо фундаментальных принципов. Она показала, что отрицательная плотность энергии, ключевой ингредиент, существует в природе, хотя и в ничтожных количествах. Она показала, что энергетические требования, первоначально казавшиеся абсурдными, могут быть снижены на много порядков путем оптимизации геометрии. Но она также показала, что мы не знаем, как создать экзотическую материю в нужных количествах, что мы не знаем, как управлять пузырем изнутри, что квантовые эффекты на стенке пузыря могут быть разрушительными. Мы находимся в странном промежуточном состоянии знания между «это невозможно» и «вот как это сделать», в серой зоне, где физика говорит «может быть», но не говорит «как именно». И именно в этой серой зоне происходят самые интересные открытия. В 2021 году произошло нечто, чего физическое сообщество не ожидало. Молодой немецкий физик-теоретик Эрик Ленц, работавший в Геттингенском университете, опубликовал статью в журнале «Классическая и квантовая гравитация», том самом журнале, в котором 30 годами ранее появилась оригинальная работа Алькубьери. Статья Ленца носила скромное название, но ее содержание было революционным.
Он утверждал, что нашел новый класс решений уравнений Эйнштейна, описывающих варп-пузырь, который не требует экзотической материи. Вообще, ноль отрицательной энергии, только положительная, только обычная материя и энергия. Давай разберемся, почему это было настолько важно. Как мы обсуждали ранее, главным камнем преткновения метрики Алькубьерре было требование отрицательной плотности энергии. Именно это делало варп-двигатель теоретической игрушкой, а не инженерным проектом. Если Ленц прав, если действительно существуют решения, использующие только положительную энергию, то главное физическое препятствие исчезает. Остаются инженерные и технологические проблемы, которые при всей их грандиозности принципиально решаемы. Разница между «это противоречит известным законам физики» и «это инженерно сложно» – это разница между «невозможно» и «очень трудно». А «очень трудно» человечество решало неоднократно. Что конкретно предложил Ленц? Он заменил тонкую стенку пузыря Алькубьерре, резкую границу между сжатым и растянутым пространством, объемной протяженной оболочкой. Вместо тончайшей мембраны – толстая стенка, состоящая из определенным образом организованного распределения энергии и импульса. Эта стенка создавалась не экзотической материей, а специфической конфигурацией обычных полей с солитоноподобными структурами, волнами пространства-времени, которые несут с собой энергию и импульс в строго определенной геометрии. Ленц назвал их солитонами постоянной скорости, устойчивыми волновыми пакетами, движущимися без деформации. Принципиально важно, солитоны Ленца не были сферическими, как пузырь Алькубьерре. Они имели более сложную гиперболоидную симметрию. Распределение энергии внутри них подчинялось специфическим условиям, которые гарантировали, что все энергетические условия – слабое, доминантное и сильное – соблюдаются. Вся энергия положительна, все потоки энергии направлены физически осмысленным образом, никакой экзотики. Но и здесь было обескураживающее «но». Энергетические требования оставались колоссальными. Ленц подсчитал, что для создания солитона, движущегося со скоростью 1/10 скорости света и вмещающего полезную нагрузку диаметром в 100 метров, потребуется положительная энергия порядка массы нескольких сотен Юпитеров. Это было даже больше, чем в первоначальных расчетах Алькубьерре для отрицательной энергии. Замена экзотической материи на обычную не удешевила процесс, она его удорожила, но при этом перевела проблему из категории «физически невозможно» в категорию «энергетически недостижимо при текущих технологиях». Звучит похоже, но разница фундаментальна. Невозможно не становится возможным с развитием технологий, недостижимое – может. Ленц открыто признал, что потребуется еще много работы по оптимизации. Он предположил, что те же методы, которые Уайт применил к метрике Алькубьерре, тороидальная геометрия, осциллирующий профиль, могут быть применены к его солитонам, потенциально снижая энергетические требования на многие порядки. Исследование продолжается. Почти одновременно с Ленцем в том же 2021 году другая группа физиков пришла к еще более поразительному результату. Алексей Бобрик и Джани Мартире, работавшие в организации «Прикладная физика», частной исследовательской компании, основанной специально для изучения вопросов продвинутого космического движения, опубликовали работу, в которой создали единую математическую структуру для описания всех возможных типов варп-пузырей. Они показали, что метрика Алькубьерре – это лишь частный случай гораздо более обширного семейства решений. Семейство, которое включает в себя и решения, требующие экзотической материи, и те, что обходятся без нее, и сверхсветовые варианты, и досветовые, и стабильные, и нестабильные. Бобрик и Мартире не просто классифицировали варп-пузыри, они предложили конкретную модель физического варп-двигателя, основанного на материи с положительной энергией, движущегося с досветовой скоростью. Да, досветовой. Это может показаться разочаровывающим. Зачем нам варп-двигатель, если он не может лететь быстрее света? Но подумай еще раз. Досветовой варп-двигатель не подчиняется тирании ракетного уравнения. Ему не нужно нести топливо, масса которого растет экспоненциально. Он не разгоняет корабль, не создает ускорения, не требует непрерывного сжигания рабочего тела. Даже 20-30% скорости света абсолютно недостижимы для любых ракетных технологий. Такой двигатель доставил бы корабль к Проксиме Центавра за 141 год.
без перегрузок для экипажа, без релятивистского замедления времени, без необходимости в экзотической материи. Это был концептуальный прорыв, не потому что он решил все проблемы, не решил. Энергетические требования оставались огромными. Механизм создания пузыря из обычной материи не был описан с инженерной точностью, но потому что он расширил пространство поиска. Показал, что варп-двигатель – это не один конкретный невозможный аппарат, а целый спектр теоретически допустимых конфигураций, некоторые из которых могут быть значительно более реалистичными, чем другие. И еще один исследователь заслуживает упоминания в этой истории. В 2024 году Йенс Бауман, немецкий физик, работающий в Центре прикладных космических технологий и микрогравитации при Бременском университете, опубликовал серию работ, в которых предложил еще один подход. Он рассматривал варп-пузырь не как стационарную конфигурацию, а как динамический процесс, последовательность деформаций, развивающуюся во времени. Его модель позволяла создавать пузырь постепенно, наращивая деформацию шаг за шагом, вместо того, чтобы формировать ее мгновенно. Это казалось физически более реалистичным. Давай теперь перейдем к конкретным случаям и расчетам, которые проливают свет на практические аспекты варп-путешествия. Представь себе корабль, заключенный в варп-пузырь, движущийся к Проксиме Центавра со скоростью в 2 раза превышающей скорость света, если бы мы могли реализовать метрику Алькубьера в ее исходном виде. Расстояние 4,24 светового года. При удвоенной скорости света корабль прибыл бы к цели чуть более чем за 2 года. Для экипажа прошло бы ровно 2 года, и для наблюдателей на Земле тоже 2 года. Экипаж не постарел бы ни на секунду больше, чем люди на Земле. Связь, конечно, была бы невозможна во время полета. Никакой сигнал не может догнать или обогнать варп-пузырь, движущийся быстрее света. Но при прибытии к цели пузырь отключается, пространство возвращается в нормальное состояние, и корабль может послать радиосигнал обратно на Землю. Этот сигнал будет идти 4 года и 3 месяца со скоростью света. Земля узнает об успехе миссии через 6 с лишним лет после старта. 2 года полета плюс 4 года и 3 месяца на обратный сигнал, но сам экипаж будет уже на месте, исследуя систему ближайшей звезды. А если увеличить скорость? При 10-кратной скорости света до Проксимы Центавра 5 месяцев, при 100-кратной 15 дней, при 1000-кратной 1,5 дня. 36 часов от Земли до ближайшей звезды. Это из области сказки, скажешь ты, но уравнения Эйнштейна не видят разницы между 2-кратной и 1000-кратной скоростью варп-пузыря, для них это одинаково допустимо. А что дальше? Звезда Тау-Кита – 11,9 светового года. Известна планетарная система, включающая несколько кандидатов на роль суперземель. При 10-кратной скорости света – чуть больше года, при 100-кратной – 43 дня. Звезда Тропист-1 – знаменитая система из 7 планет размером с Землю, 3 из которых находятся в обитаемой зоне – 39 световых лет. При 100-кратной скорости – 142 дня, менее 5 месяцев. До центра нашей галактики – 26 тысяч световых лет. При 1000-кратной скорости – 26 лет. Долго, но в рамках одной человеческой жизни. До туманности Андромеды – 2,5 миллиона световых лет. При 1000-кратной скорости – 2500 лет. Уже не в рамках одной жизни, но в рамках цивилизации, в рамках культурной памяти. Эти числа завораживают. Они делают галактику, нашу галактику, Млечный Путь потенциально обитаемой, потенциально доступной. Они превращают точки света на ночном небе из абстрактных, далеких, недостижимых объектов в возможные места назначения, в будущие дома, в адреса на межзвездной карте. Но прежде чем мечта полностью поглотит нас, давай обратимся к темной стороне, к тому, о чем не любят говорить популяризаторы, к тому, что делает варп-двигатель не только самым многообещающим, но и, возможно, самым опасным изобретением, которое когда-либо сможет создать разумная цивилизация. Начнем с того, что происходит на передней стенке варп-пузыря во время его движения через межзвездное пространство. Межзвездная среда – не пустота,
Она содержит приблизительно 1 атом водорода на кубический сантиметр. Это невероятно мало по земным стандартам. Лучший вакуум, который мы можем создать в лаборатории, содержит триллионы молекул на кубический сантиметр. Но на межзвездных расстояниях даже 1 атом на кубический сантиметр – это огромное количество вещества, которое пузырь должен пройти. И здесь начинается проблема. Передняя стенка варп-пузыря – это область экстремального сжатия пространства. Частицы межзвездной среды, попадающие в эту зону, не могут проникнуть внутрь пузыря. Они не рассеиваются, не поглощаются, не отклоняются. Они накапливаются. Сжимаемое пространство собирает их, концентрирует, уплотняет. По мере движения пузыря на его передней стенке нарастает слой частиц. Подобно тому, как на лобовом стекле автомобиля, мчащегося через рой насекомых, накапливаются следы столкновений. Только здесь насекомые – это атомы и фотоны, а скорость в 1000 раз больше скорости света. Этот процесс был детально изучен в 2012 году Брэндоном Макмонагалом, Джеральдом Лёбом и Финтоном Бёрком из Сиднейского университета. Их расчеты показали, что энергия частиц, накопленных на передней стенке пузыря, возрастает не линейно, не квадратично, а экспоненциально, с ростом скорости и расстояния. При длительном путешествии на высокой скорости передняя стенка пузыря превращается в концентратор энергии чудовищной мощности. Атомы водорода, сжатые и ускоренные до релятивистских скоростей, набирают колоссальную кинетическую энергию. Фотоны космического микроволнового фона, реликтового излучения, оставшегося от Большого взрыва, подвергаются экстремальному голубому смещению, превращаясь из безобидных микроволн в жесткие гамма-лучи с энергиями, превышающими все, что способны производить земные ускорители частиц. Когда пузырь останавливается, когда варп-двигатель выключается, вся эта накопленная энергия высвобождается мгновенно в одном направлении, вперед, как выстрел, как вспышка, как взрыв. Макмонагал, Лёб и Бёрк подсчитали, что при определенных параметрах скорость в 100 раз больше скорости света, расстояние в несколько световых лет, энергия этого выстрела может быть сопоставима с энергией гамма-всплеска. Гамма-всплеск – это самое мощное из известных явлений во Вселенной после Большого взрыва. Кратковременный выброс гамма-излучения способный стерилизовать поверхность планеты на расстоянии 1000 световых лет. 1. Единственный варп-пузырь, остановившийся у звездной системы, мог бы уничтожить все живое на всех планетах этой системы, не как побочный эффект, как неизбежное следствие своей остановки. Подумай об этом. Корабль прибывает к далекой звезде, чтобы исследовать ее планеты. Варп-двигатель отключается, и в тот момент, когда пузырь схлопывается, на планеты обрушивается поток частиц и излучения по мощности, сравнимый с направленным взрывом сверхновой. Экипаж корабля, возможно, выжил бы, внутри пузыря они были защищены, но все, что находилось впереди них, было бы уничтожено. Это превращает варп-двигатель из инструмента исследования в оружие массового уничтожения планетарного масштаба, причем оружие, которое невозможно остановить, перехватить или отклонить. Варп-пузырь движется быстрее света. Никакая система раннего предупреждения не сможет обнаружить его заблаговременно. К тому моменту, когда свет от приближающегося пузыря достигнет планеты, пузырь уже будет на месте. И даже позже, потому что пузырь движется быстрее самого света, который мог бы предупредить о его приближении. Цивилизация на целевой планете не увидела бы угрозы, не было бы ни сирен, ни эвакуации, просто мгновенная вспышка и тишина. Некоторые физики пошли еще дальше в своих рассуждениях. Что если варп-пузырь можно создать вообще без корабля внутри? Пустой пузырь, снаряд. Искусственно созданная деформация пространства-времени, направленная к цели на сверхсветовой скорости, единственная задача которой – доставить накопленную энергию межзвездной среды и высвободить ее при остановке. Чистое оружие, невидимое, неостановимое, не поддающееся никакой защите. Оружие, которое прибывает раньше, чем предупреждение о нем. Оружие, против которого у физики нет контрмер. Эта мысль уводит нас в зловещую территорию, в территорию, где технология межзвездных путешествий неотличима от технологии межзвездного уничтожения, где каждый варп-двигатель – потенциальная бомба, где каждый корабль – потенциальный снаряд.
и где само существование этой технологии у любой цивилизации создает экзистенциальную угрозу для всех остальных цивилизаций в радиусе тысяч световых лет. Но разрушительный потенциал варп-пузыря не ограничивается эффектом лобового стекла. Есть и другие, не менее тревожные последствия. Приливные силы на стенке пузыря, гравитационные градиенты, возникающие из-за резкого перехода между сжатым и нормальным пространством, могут быть колоссальными. В окрестностях черных дыр аналогичные приливные силы разрывают материю на атомарном уровне. Процесс, который астрофизики поэтически называют спагеттификацией. Звезда, приблизившаяся к сверхмассивной черной дыре, растягивается в длинную нить раскаленного газа, как тесто, протянутое через узкое отверстие. Что-то подобное, хотя и в меньшем масштабе, может происходить на границе варп-пузыря. Любой объект, оказавшийся на стенке пузыря, астероид, комета, облако газа, испытал бы колоссальные деформирующие силы, был бы разорван, раздавлен, аннигилирован. Более того, деформация пространства-времени такого масштаба неизбежно порождает гравитационные волны, рябь в самой ткани реальности. Детекторы LIGO зафиксировали гравитационные волны от столкновения двух черных дыр на расстоянии миллиарда световых лет. Варп-пузырь создавал бы гравитационные волны непрерывно на протяжении всего своего пути. Их характеристики – частота, амплитуда, поляризация – были бы совершенно уникальными, не похожими ни на какой естественный источник. Это означает, что любая цивилизация, обладающая достаточно чувствительными гравитационно-волновыми детекторами, могла бы обнаружить движение варп-пузыря. Не в реальном времени, конечно. Гравитационные волны движутся со скоростью света, а пузырь быстрее, но ретроспективно. Они увидели бы след пузыря после того, как он прошел. И они знали бы, что где-то в галактике существует цивилизация, освоившая деформацию пространства-времени. Это заставляет задуматься, могли ли мы уже обнаружить такие следы. Детектор LIGO работает с 2015 года, детектор Вирго в Италии с 2017, японский Кагра с 2020. За эти годы зафиксированы десятки гравитационно-волновых событий. Все они были интерпретированы как слияние черных дыр или нейтронных звезд. Но что если среди них есть сигнал, не укладывающийся в стандартные шаблоны? Что если где-то в шуме, в отвергнутых данных, в аномалиях, которые были списаны на инструментальные артефакты, скрывается эхо далекого варп-двигателя? Вероятность этого крайне мала, но она не равна нулю. И это само по себе удивительно. Все, что мы обсуждали до сих пор – метрика Алькубьеры, солитоны Ленца, конструкции Бобрика и Мартери, эксперименты Уайта, энергетические расчеты, проблема горизонта, накопление частиц на стенке пузыря, потенциал уничтожения – все это физика и инженерия, теория и практика, уравнения и эксперименты. Но за всем этим стоит вопрос, который не имеет отношения к математике. Вопрос, который мы задаем себе в тишине, глядя на звездное небо. Вопрос, который не записывается формулами и не измеряется интерферометрами. Зачем? Зачем нам лететь к звездам? Что мы надеемся там найти? И что ответ на этот вопрос говорит о нас самих, о человечестве, о нашем месте во Вселенной, о природе разума? Давай начнем с парадокса. Он называется парадоксом Ферми, по имени итальянского физика Энрико Ферми, который в 1950 году во время обеденного разговора с коллегами в Лос-Аламосской национальной лаборатории задал обманчиво простой вопрос: где все? Контекст вопроса был следующим. Нашей галактике, Млечному Пути, около 13 миллиардов лет. Она содержит сотни миллиардов звезд. Многие из этих звезд старше Солнца на миллиарды лет, если хотя бы у небольшой доли из них есть планеты, пригодные для жизни. И если хотя бы на небольшой доле из этих планет возникла жизнь, и если хотя бы на небольшой доле из этих планет жизнь развилась до уровня технологической цивилизации, то таких цивилизаций в галактике должны быть тысячи, возможно, миллионы, и многие из них должны были возникнуть на миллиарды лет раньше нас. За миллиарды лет технологического развития такие цивилизации должны были освоить межзвездные перелеты любым способом, включая варп-двигатель или что-то, чего мы еще даже не можем себе представить. Они должны были колонизировать галактику. Даже при скоростях, составляющих малую долю скорости света, полная колонизация Млечного Пути заняла бы всего несколько миллионов лет, мгновение по космическим меркам. Вся галактика должна быть заполнена следами разумной деятельности, мегаструктуры вокруг звезд,
радиосигналы, модификации звездных спектров, искусственные источники энергии, но мы не видим ничего. Молчание. Абсолютное, оглушительное, необъяснимое молчание. Ни одного подтвержденного сигнала за более чем 6 десятилетий поиска. Ни одной аномалии, которая бы недвусмысленно указывала на присутствие технологической цивилизации. Где все? И вот здесь варп-двигатель, его потенциал и его опасность, предлагает одно из самых мрачных и пронзительных объяснений. Что если ответ на парадокс Ферми заключается не в том, что разумные цивилизации невозможны, и не в том, что межзвездные перелеты невозможны, а в том, что технология деформации пространства-времени настолько разрушительна, что любая цивилизация, достигшая этого уровня, неизбежно уничтожает себя или уничтожается другими? Это гипотеза Великого Фильтра в одной из ее самых жестоких формулировок. Великий фильтр – это гипотетическое препятствие на пути развития разумной жизни, которое объясняет, почему мы не видим следов других цивилизаций. Большинство версий Великого фильтра предполагают, что он находится позади нас. В зарождении жизни, в переходе от прокариот к эукариотам, в появлении многоклеточности. Нам повезло пройти через него, именно поэтому мы здесь. А других нет. Но что, если Великий фильтр впереди? Что, если он ждет нас в будущем? Что, если это момент, когда цивилизация открывает способ деформации пространства-времени и неизбежно, с фатальной неизбежностью, использует его не для исследования, а для уничтожения? Или, попытавшись использовать для исследования, случайно стирает себя с лица космоса? Представь себе цивилизацию, которая построила первый варп-двигатель. Они запускают его. Пузырь формируется, корабль исчезает, устремляясь к ближайшей звезде. Экипаж ликует, управление полетами празднует. Цивилизация делает первый шаг к звездам. Но через несколько минут после запуска, когда пузырь уже далеко, дальше, чем любой объект когда-либо удалялся от своей звезды с такой скоростью, происходит нечто непредвиденное. Квантовая нестабильность стенки пузыря, та самая, о которой предупреждали теоретики, достигает критического уровня. Пузырь коллапсирует. Вся накопленная энергия, экзотическая материя, кинетическая энергия сжатых частиц, квантовые флуктуации высвобождается одномоментно. Взрыв. Не ядерный, не термоядерный. Пространственно-временный взрыв, масштаб которого определяется не количеством вещества, а глубиной деформации самого пространства-времени. Мы не знаем, на что был бы похож такой взрыв. Мы не знаем, какова его мощность. Может быть, он был бы сравнительно скромным, эквивалентным взрыву астероида. Может быть, он был бы сопоставим со вспышкой сверхновой. А может быть, и некоторые расчеты указывают на такую возможность, он был бы несопоставим ни с чем в нашем опыте. Выброс гравитационных волн, способных разорвать структуру пространства-времени в окрестностях. Каскадный процесс, при котором коллапс одного пузыря порождает вторичные деформации, которые, в свою очередь, коллапсируют, порождая третичные и так далее. Самоусиливающееся разрушение ткани реальности. Это, конечно, спекуляция. Мы не можем рассчитать такой процесс, потому что не обладаем квантовой теорией гравитации, единой теорией, объединяющей общую теорию относительности и квантовую механику. Но именно отсутствие этой теории делает ситуацию не менее, а более тревожной. Мы не знаем, что произойдет, и это незнание само по себе является аргументом против того, чтобы торопиться с экспериментами. Но давай отвлечемся от катастрофических сценариев и подумаем о другом. О том, что варп-двигатель значит для самой идеи человечества, для нашего самоопределения как вида. На протяжении всей своей истории человечество определяло себя через границы. Граница деревни, граница государства, граница континента, граница атмосферы. Каждое преодоление границы меняло нас не технологически, экзистенциально. Когда первые люди вышли из Африки примерно 70 тысяч лет назад, они перестали быть локальным видом и стали глобальным. Когда Магеллан обогнул земной шар, точнее его экспедиция, поскольку сам Магеллан погиб на Филиппинах, человечество осознало конечность своей планеты. Когда Гагарин поднялся над атмосферой и увидел Землю извне, тонкий голубой шарик, висящий в черноте, что-то изменилось в коллективном сознании. Мы увидели свой дом со стороны и поняли, как он мал, как хрупок, как одинок. Каждая из этих границ была преодолена не потому, что это было практически необходимо, а потому, что это было экзистенциально неизбежно. Люди вышли из Африки не потому, что им не хватало пищи,
Антропологи до сих пор спорят о причинах, и многие считают, что это был случайный, немотивированный дрейф. Магеллан отправился в кругосветное плавание не потому, что ему нужны были пряности, он мог бы торговать в Лиссабоне. Гагарин полетел в космос не потому, что на орбите было что-то полезное, там не было ничего, кроме радиации и пустоты. Они делали это потому, что граница существовала. И потому, что в природе человеческого разума есть нечто, что невозможно удержать внутри границ. Варп-двигатель, если он когда-либо будет создан, станет последней окончательной границей. Границей между планетарной цивилизацией и межзвездной. Между видом, привязанным к одной звезде, и видом, расселившимся по галактике. Между смертным человечеством, которое может быть уничтожено одним астероидом, одной вспышкой сверхновой, одним гамма-всплеском, и бессмертным, не индивидуально бессмертным, но бессмертным как цивилизация. Если человечество существует на тысячах планет у сотен звезд, ни одна катастрофа, какой бы масштабной она ни была, не сможет уничтожить его полностью. Астероид уничтожит одну планету, остальные выживут. Сверхновая стерилизует одну звездную систему, тысячи других продолжат существовать. Даже гамма-всплеск, способный опустошить целый рукав галактики, не тронет колонии в других рукавах. Это не просто выживание, это трансценденция. Переход в иное состояние. Человечество, расселившееся среди звезд, перестанет быть тем человечеством, которое мы знаем. Оно изменится, адаптируется к разным мирам, разной гравитации, разному освещению, разному составу атмосферы, через тысячи поколений, а при межзвездных расстояниях даже с варп-двигателем культурный обмен будет медленным. Разные колонии начнут расходиться – биологически, культурно, лингвистически. Возникнут новые виды разума, потомки Homo sapiens, которых Homo sapiens не узнал бы. И вот тут возникает еще одна парадоксальная мысль, что, если варп-двигатель – это не начало единой межзвездной цивилизации, а ее конец – конец единства. Представь, человечество расселяется по галактике, первые столетия – эйфория, связь, обмен. Но затем расстояние берет свое. Даже при сверхсветовых перелетах галактика огромна. Путешествие от одного края к другому занимает годы. Связь невозможна быстрее скорости света, если только ты не отправляешь курьерские корабли, что само по себе дорого и медленно. Колонии становятся автономными, затем независимыми, затем чужими друг другу. Через 10 тысяч лет потомки землян у звезды Бетельгейзе не будут иметь ничего общего с потомками землян у звезды Вега. Разные языки, разные тела, разные ценности. Возможно, разные формы сознания. Они будут друг для друга тем же, чем мы сейчас являемся для неандертальцев, родственниками, о которых помнят только учебники. Так что же варп-двигатель объединит человечество или рассеет его? Возможно, и то, и другое. Возможно, это ложная дихотомия. Возможно, сам вопрос, что станет с человечеством, теряет смысл в масштабах, о которых мы говорим. Когда ты думаешь о миллиардах лет и миллиардах звезд, понятие человечества растворяется, как капля чернил в океане. Не потому, что мы не важны, а потому, что мы начало, семя, а не дерево, искра, а не пламя. И то, что вырастет из этого семени, что разгорится из этой искры, может оказаться настолько непохожим на нас, настолько выходящим за рамки нашего воображения, что слово «человечество» для него будет значить примерно то же, что для нас значит слово «лука», последний универсальный общий предок, одноклеточный организм, живший 4 миллиарда лет назад, от которого произошло все живое на Земле. Мы – его потомки, но мы неузнаваемы для него, и наши потомки будут неузнаваемы для нас. Теперь давай вернемся к настоящему, к нашей Земле, к нашему Солнцу, к нашему крошечному уголку Вселенной и подумаем о том, что мы знаем и чего не знаем, о ткани реальности, в которую вплетены наши жизни. Мы знаем, что пространство-время – это физический объект, который может деформироваться. Мы знаем это точно. Это подтверждено бесчисленными экспериментами. Мы знаем, что уравнения, описывающие эту ткань, допускают существование пузырей деформации, способных перемещаться со сверхсветовой скоростью. Мы знаем, что некоторые из этих пузырей можно, по крайней мере теоретически, построить без экзотической материи, используя только обычную положительную энергию.
Мы знаем, что энергетические требования, первоначально казавшиеся бесконечными, могут быть снижены на много порядков при правильном выборе геометрии. Мы знаем, что побочные эффекты таких пузырей включают в себя накопление смертоносной энергии, способной уничтожить целые планетные системы. Мы знаем, что мы не обладаем квантовой теорией гравитации, без которой невозможно предсказать полное поведение варп-пузыря. И мы знаем, что до практической реализации, если она вообще возможна, нас отделяют столетия или тысячелетия технологического развития. Вот что мы знаем. А теперь о том, чего мы не знаем. Мы не знаем, создала ли какая-нибудь цивилизация в нашей галактике варп-двигатель за миллиарды лет до нас. Мы не знаем, бороздят ли варп-пузыри межзвездное пространство прямо сейчас, невидимые для нас, необнаружимые нашими примитивными инструментами. Мы не знаем, является ли молчание космоса, парадокс Ферми, следствием того, что варп-технология невозможна, или следствием того, что она слишком опасна, слишком разрушительна, что каждая цивилизация, открывшая ее, либо уничтожает себя, либо уходит в тень, прячется, замолкает, стирает свои следы, боясь привлечь внимание тех, кто уже владеет этой силой. Мы не знаем. И, возможно, это незнание – наша самая страшная и самая прекрасная привилегия. Страшная, потому что мы слепы. Мы живем на маленькой каменной планете у заурядной желтой звезды на окраине заурядной галактики. Мы видим свет, который покинул свои звезды тысячи и миллионы лет назад. Мы слышим только то, что может донести до нас электромагнитный спектр. Мы не знаем, что происходит за горизонтом наших наблюдений. Не знаем, кто или что скрывается в темных пространствах между звездами. Не знаем, безопасна ли наша галактика, или она полна хищников, вооруженных технологиями, о которых мы не можем даже мечтать. Прекрасное. Потому что перед нами все еще лежит открытие, все еще лежит путь. Мы находимся в самом начале, в самом первом шаге. Мы только что научились детектировать гравитационные волны, рябь на поверхности пространства-времени. Мы только что начали понимать, что эта ткань может быть не только фоном, на котором разворачивается наша жизнь, но и инструментом, средством передвижения, может быть даже средством связи. Мигель Алькубьере, мексиканский физик, который все это начал, однажды сказал в интервью: «Я не знаю, возможен ли варп-двигатель, но я знаю, что вопрос стоит задавать. Потому что, если мы перестанем задавать невозможные вопросы, мы перестанем делать невозможные открытия». Эрик Ленц, молодой немецкий теоретик, чьи солитоны открыли новую главу в варп-физике, выразился еще лаконичнее. Энергетические масштабы пугают, но 100 лет назад пугала и энергия, необходимая для расщепления атома. Обе эти фразы не научные утверждения, это акты веры. Вера в то, что человеческий разум, единственный инструмент, которым мы располагаем для понимания Вселенной, способен в конечном счете понять даже ткань, из которой соткана сама Вселенная. И, может быть, переплести ее по-новому. Прямо сейчас, пока ты слушаешь эти слова, 400 миллиардов звезд Млечного Пути совершают свой бесконечный танец. Каждая из них – Солнце, многие из них – с планетами. Некоторые из этих планет – каменные, с атмосферой, с водой, возможно, с жизнью, возможно, с разумом, и все они недостижимы для нас. Пока варп-двигатель – это не технология, пока что это мечта, уравнение, гипотеза. Надежда, записанная языком тензорного анализа и дифференциальной геометрии. Но каждая великая технология начиналась как мечта. Полет начинался с мифа об Икаре, электричество с молнией, пойманной воздушным змеем. Ядерная энергия с формулы, нацарапанной на листке бумаги в патентном бюро Берна. Может быть, через 100 лет наши правнуки будут смеяться над нашими сегодняшними расчетами. Так же, как мы смеемся над средневековыми картами, на которых за краем океана написано «Здесь водятся драконы». Может быть, через 1000 лет деформация пространства-времени будет обыденностью, как сегодня обыденностью является электричество, которое еще 200 лет назад казалось колдовством. А может быть, мы обнаружим, что ткань реальности сопротивляется нашим попыткам ее изменить. Что существуют глубинные, еще не открытые законы физики, которые запрещают создание варп-пузырей в реальной Вселенной. Что математические решения уравнений Эйнштейна, допускающие сверхсветовое движение, не более чем математические курьезы, нереализуемые в природе. Как, например, решения, описывающие путешествия во времени,
формально допустимые в общей теории относительности, но, по-видимому, запрещенные более глубокой, пока неизвестной теорией. Мы не знаем. И в этом незнании вся красота и весь ужас нашего положения. Вселенная молчит, звезды горят равнодушно, спокойно, невозмутимо. Свет Проксимы Центавра, преодолевший 4 года и 3 месяца пустоты, падает на твой глаз. Тот же свет, который покинул свою звезду задолго до того, как ты начал слушать эту историю. Пространство между нами и этой звездой, 40 триллионов километров пустоты, существует. Оно реально. Оно может быть сжато. Может быть, когда-нибудь будет. А пока мы здесь, на нашей маленькой планете, под нашим привычным небом, окруженные тишиной, которая может быть молчанием пустой Вселенной, или молчанием тех, кто знает что-то, чего мы еще не знаем. И мы задаем вопросы. Это единственное, что мы умеем по-настоящему хорошо. Задавать вопросы пространству, времени, звездам. Может быть, однажды пространство ответит. Закрой глаза. Представь себе звездное небо. Каждая точка – солнце. Каждое солнце – возможность. И между ними – ткань. Тонкая, невидимая, бесконечно прочная и бесконечно податливая ткань пространства-времени. Она повсюду. Она во всем. Она в тебе, потому что ты сам вплетен в нее, как нить в полотно. Может быть, однажды мы научимся тянуть за эти нити. Может быть.